Привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу поговорить о контейнерных свечах и показать вам, насколько интересные свечи можно создать, используя стеклянные контейнеры. Сегодня мы создадим сразу 3 свечи, которые могут быть приятным сюрпризом для ваших близких или праздничным декором. В работе мы сегодня будем использовать 3 вида воска – гелевый, кокосовый и кусочки ароматизированного парафина, который остался у меня от прошлых работ. Нам также понадобятся фитиля размером 3-4 мм, а также натуральные кофейные зерна, сухофрукты, апельсины, яблоки, корица, ароматизированные масла и красители для свечей. Сейчас вы видите как раз кокосовый воск, с которым я очень люблю работать и считаю его самым удачным для работы с контейнерными свечами. Нам понадобится кастрюля для того, чтобы мы делали водяную баню и растапливали кокосовый воск, и также гелевый воск. Не забываем, нужен прямой источник тепла, и я покажу, как работать и как растапливать гелевый воск. Ну что ж, друзья, приступим. Первое, что нам нужно будет, это закрепить фитиля на дне контейнеров и постараться сделать это очень четко, аккуратно, закрепить фитиль непосредственно по центру стеклянного контейнера. Первый вид свечи, с которым я сегодня вас хочу познакомить, называется кусочковые свечи. Сейчас перед вами вы видите нарезанные маленькими кусочками аккуратными парафиновый воск. Он у меня окрашенный, разных запахов. Здесь и запах киви, и апельсина. Все, что вам нужно будет сделать, это аккуратно нарезанные кусочки уложить в стеклянный контейнер. Вы можете уложить эти кусочки хаотично или слоями. Секрет свечи заключается в том, что когда воск будет таять, разноцветные кусочки будут также таять и менять цветовую гамму свечи, а также ее запах. Итак, все очень просто. Укладываем сейчас кусочки в банку и мы отставляем этот контейнер в сторону. Переходим ко второй свече, мы ее подготавливаем. На дно свечи мы положим натуральные кофейные зерна. И дальше будем работать с гелевым воском. Сейчас я кусочками отрежу или оторву. Я люблю это делать руками, отрывая маленькие кусочки воска, и ставим мы его топить. Перед вами сейчас 2 вида топления. Гелевый воск, который требует прямого источника тепла. Помним, мы не топим его на водяной бане и мешаем как можно реже, чтобы избежать наличия пузырей. И кокосовый воск мы растапливаем как раз на водяной бане. Вы это видели на экране. Когда растопился у нас гелевый воск, мы берем вторую свечу и заливаем кофейные зерна. Они дадут пену. Не волнуйтесь, ничего страшного. Также берем третий контейнер и в третий контейнер на самое дно заливаем небольшое количество гелевого воска. И оставляем его немножечко остыть. Для чего? Для того, что мы с вами делаем основу, чтобы можно было уложить в третий контейнер сухофрукты, и чтобы они не всплывали. Видите, кофейные зерна дали немного пены, но она усядется. Ничего страшного не произошло. Итак, сейчас у нас немного гелевый воск уже остыл, и мы можем аккуратненько уложить на дно контейнера сухофрукты, которые мы подготовили для декора. Вы можете пользоваться чем угодно. Я взяла, например, сухие апельсины, яблоки, палочки корицы. Это очень красиво, и запах создает очень приятный в комнате новогодний, когда будет свеча гореть. После того, как мы аккуратно уложим сухофрукты, мы зальем эту свечу гелевым воском.
Напоминаю, гелевый воск нужно заливать аккуратно, не спеша, тонкой струечкой. Для чего? Для того, чтобы избежать пузырчатости, чтобы свеча была чистая, без большого количества пузырей. Если ваши сухофрукты дадут немного пены, она усядется, ничего страшного также не произойдет. Во всяком случае, в моей практике свеча получилась чистая, без пены. Часть кокосового воска, который мы растопили, я отлила и отставила в сторону, дав ему остыть до температуры 45 градусов Цельсия. Он нам понадобится для первой свечи кусочковой. Эта часть воска, которая сейчас у вас перед экранами, мы ее окрасим в красный цвет и добавим немного ароматизатора. Также мы с вами проверим, насколько застыл у нас гелевый воск и можем ли мы с ним работать. Застыл? Можем. Однако же, в первую очередь, мы сейчас вернемся к нашей первой свече, проверив, что кокосовый воск застыл до нужной температуры, повторюсь, 45 градусов Цельсия, мы можем заливать первую свечу. Друзья, старайтесь не наливать воск в одну точку, а слегка покручивая стеклянный контейнер, воск будет распространяться по всему контейнеру и аккуратно и равномерно заливать кусочки парафина. Все, свеча в принципе готова. Теперь мы можем ее отложить, чтобы она остыла. И вернуться к нашей второй свече, где мы работали с вами с натуральными зернами кофе. Как вы видите, гелевый воск уже остыл, и мы можем начинать работу с этой свечой, мы можем заливать в нее кокосовый воск. То есть она у нас будет трехслойная. Первый слой – это был гелевый воск с зернами. Теперь мы заливаем кокосовый воск красного цвета, соблюдаем, скажем так, цветовую гамму приближающегося Рождества. И, наконец-то, третья свеча, в которой у нас были уложены сухофрукты. Мы также заливаем остывший гелевый воск кокосовым воском, только белого цвета. Итак, две свечи у нас практически готовы. Осталась вот эта третья. Также мы заливаем третий верх белым кокосовым воском и ждем, когда воск остынет. Ну вот и все, друзья. Наша работа закончена. Свечи остыли, готовы, и мы можем их упаковывать в праздничные ленты и дарить нашим друзьям или делать из них домашний декор, украшать свой дом. Итак, я на этом моменте с вами прощаюсь до следующего видео. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Буду признательна за ваши лайки и комментарии, а также я хочу вас поздравить с приближающимся Рождеством и Новым годом, пожелать всем хорошего настроения и также хочу поблагодарить тех, кто стал участниками моего канала, кто сделал подписку на мой канал. До встречи, друзья! Я постараюсь вас не разочаровать.